Patrick Lancaster, and right now we are in the Akhmat Spetsnaz Special Forces hospital, forward hospital, near the front line of the Russia-Ukraine war with the director, можно сказать director, да? Captain Bulia of the Russian forces. And we're going to have a little tour here. And as you saw in my last video, I had a little procedure done here. My hands crushed a bit. They were good enough to help me out getting that back in the right position. So we're here now. We've got some information that there's possibly some foreigners that are fighting for Russia here in this hospital right now. As we know, there's many foreigners across the front line fighting on both sides, Ukraine and Russia. And it's some information that I wanted to bring you that you're not going to see in the Western mainstream media. So we're going to have a little tour of this front line or near the front line hospital on how they work, how they heal their soldiers and whoever else, and how just the process goes. We've been here before, but we wanted to bring you a little bit more information, especially now that we know there's foreign fighters here. We want to talk to them as well. But for starts, we're going to talk to the director, see what he has to say about the situation here and what this hospital actually does. Здравствуйте. Приветствую, брат. Можно сказать, где мы находимся и что здесь? Да, это один из столовых госпиталей подразделения спецназа Ахмат 4-й бригады. Мы осуществляем медицинскую помощь не только бойцам данных подразделений, но всем, кто к нам обратится. В том числе сейчас очень сильно в средствах массовой информации мусолят тему, что у нас нет иностранцев. Но, к примеру, да, сегодня я вам покажу иностранцы, которые приехали с африканского континента защищать интересы страны, потому что они понимают, без России им не выжить. Ну, это факт. В свое время, да, находясь в ЧВК «Вагнер», мы были и в Республике Мали, и в Центральноафриканской Республике. И сейчас встречаем ребят оттуда у нас в госпиталях. Они защищают плечом к плечу против нацизма и фашизма, против Запада. Понял. И, конечно, я стал каждый раз здесь, и все, Ахмат, видит, есть вот Christmas елка, и тоже есть мусульман, и как, это интересно, как у вас есть. Есть мусульман, есть христиан, ортодокс. Ну, смотри, один очень интересный момент. На войне, и вот представим, да, в России живет больше 180 наций. И мы уживаемся друг с другом. У нас история нашей страны, она тысячелетняя, двухтысячелетняя история. Соответственно, тот, кто пытается нас разделить, это априори неделимое. То есть политика партии нашей, спецназ Ахмат, во главе с генералом-лейтенантом, героем России Аптиароновичем Алаудиновым такова, что, брат, я прикрою. Будь ты мусульманин, будь ты христианин, будь ты американец, ты для нас брат. То есть я всегда акцентирую на этом внимание, для нас брат слово свято. На гражданке, сидя на диване, можно рассуждать, вот там Новый год мусульмане не празднуют, да как так? Празднуют, ну просто все привыкли, да, у каждого праздник по-разному. Кто-то алкоголь принимает, мы, например, не пьем, да, соответственно, ближе к Богу. И здесь, вот я как врач-хирург могу сказать, у меня на операционном столе нет нации, нет религии. У меня есть пациент, нет плохой нации, есть плохие люди. Через наши руки с самого начала СВО с 22 года проходили и французы, и американцы, и итальянцы. Мы к ним относимся так же. Они были в шоке, когда они против нас воюют, а мы за ними переживаем за них. Так же, как и ко всем, мы к ним относимся по-человечески. Политика спецназа Ахмат во главе с нашим командиром, она идейная. Идеология построена на братстве народов России перед общим врагом. История помнит Великая Отечественная война. Никто, наши прадеды, деды не разделяли. Ты украинец, ты белорус, ты казах,
Ты таджик, тогда 16 государств входили в состав Советского Союза. Они встали, объединились и окончили Вторую мировую войну. Понятное дело, на Западе это невыгодно. Нужно разделить и тогда победить. Но, как наш верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин сказал, мне не нужен мир без России. Вот все. А так сейчас пройдем по госпиталю, я покажу ребят, покажу условия. Ну и сами вы находитесь здесь, сами понимаете, да, как мы относимся ко всем. Так, ну, начнем с основного этажа, да, первый этаж. Здесь находится это хирургическое отделение. Здесь находятся бойцы, опять же повторюсь, не только с подразделений спецназа Ахмат, 4-й бригады, Север Ахмат, но и из других подразделений, которые к нам обращаются за помощью. Так как на сегодняшний день мы самое укомплектованное медицинское подразделение с помощью главы Чеченской Республики и фонда имени Ахмад Хаджи Кадырова. Сейчас пойдем покажу святую святых. Это наша операционная. Заходить не будем. Если операции запланированы, на завтра у нас здесь будет операция. Можем снять. То есть, и вот, иди сюда покажу. Вот эти вот лампы, они очень дорогостоящие. У нас одна из женщин потеряла единственного сына на войне, и на выплату от государства она открыла благотворительный фонд. И она нам помогает. Вот настоящая русская женщина, которая не спрашивает, какие нации здесь будут лежать, какой цвет кожи. Она знает, что необходимо. Ребята стоят на защите своей страны. Вот и все. Пойдем. Парни, кто-то уже не первый раз, кто-то лежит с аппаратами Елизарова вот, до полугода, да. Соответственно, они здесь должны лежать как короли в госпитале. Они знают. Мы знаем, что они элита. Штурма — это элита. И я не спрашиваю, какой он нации, какой он религии. Так, мусульмане, руки поднимите. Один, да, в этой палате? Православные. Ты у нас атеист, да? Ну, придет, да, придет. То есть вот смотри, мы еще пройдем в одно место, да, наша гордость. Это где мечеть и часовня стоят рядом друг с другом. То есть показывая идеологию нашего подразделения спецназ Ахмат, что православный крест, мусульманский полумесяц и эти две религии, мировых религий, они могут намного ближе быть перед лицом западного врага, чем может казаться кому-то. Вот эта идеология и подчеркивает наше уважение к истории, откуда мы. Мы из ЧВК «Вагнер», и бойцов из ЧВК «Вагнер» очень большое количество. Можно обратить внимание, да, что флаги находятся в госпитале, за которые парни умирали. И, соответственно, мы не разделяем, кто, откуда, из какого подразделения. Как-то так. Пойдем молиться, смотреть. Вот мы очень уважаем помощь из фонда Ахмад Хаджи Кадырова и нашему подразделению. Потому что здесь та гуманитарная помощь, которая идет, никто не говорит там, так, этим давайте, а этим не давайте, потому что они другой нации. Ну, глупости. Пойдем. Здесь Xbox, Sony PlayStation, то есть можно расслабиться. А первые 40 лет детства у мужчины самые трудные. Так, ну что, начнем с того, что говорили, о том, что у нас все братья, те, которые идут с нами против общего западного врага. Вот брат у нас из Мали, брат из Зимбабве. Как в свое время мы с ним когда увиделись первый раз, я говорю, в ГАО получил ранение в Мали.
Здравствуйте. Здравствуйте. Можно представиться себя? Себя представить. Могли бы вы представиться, как вас зовут, если это не секрет, может, позывной? Меня зовут Абдулла. Позывной Альфа. Альфа, да? Да. Ага. Окей. So, как вы попали здесь? Что вы сделали здесь? Я здесь пришел воевать. Ну, почему ты пришел завоевать? Почему? Чтобы получить гражданство российское. И как долго вы в России? Я 3 года. 3 года уже, да? 3 года, да. Ага. И как вы наша страна, Россия? Вы хочешь гражданский? Почему хочешь гражданский? Потому что я вижу здесь лучше, чем у нас. Здесь работа нормально, зарплата нормально, чем у нас. И вы откуда? Мали. Мали. Да. Ага. И там не очень? Нет, не как здесь. Там работа есть, но зарплата мало, очень мало. Семья есть? Да, семья есть. Здесь или там? Нет, они все там. Зарплата. Понял. И там недавно был как война, там французы уезжают и... Да, французы, они были там 10 лет, Ага. чтобы нам помогать, но ничего не решили. Ничего хорошего сделали, да? Нет, ничего. Ага. А потом наш главный он пригласил русский. Россия. Да, Россия, Ага. чтобы помогать. И русские выкинут они, да? Да, Ага. потом мы cancel the contract with этот France. Ага, Да. понял. И твой язык франц, да? Франция, да. И еще язык есть? Да, бамбара у нас. Это как Это местный, наш, да? Да. Ага, понял. И что вы сказал, вы хочешь гражданский в России? Что вы думал, да будет дальше? Вы хочешь твоя семья здесь? Да, моя жена. Она здесь уже. Жена здесь? Да, она уже здесь. И еще семья, мама, папа там или? Нет, папа есть, но мама, она умерла. Понял. So, вы хочешь жить здесь, твоя жена, да? Да. И она здесь. Она И она тоже есть гражданский? Будет? Нет, пока нет. Она сейчас учится. So, твоя мечта это как сделать семья в России, Да. вы и жена гражданский Русской Федерации, Да. и хочешь детей? Да. Детей хочешь, да? Дети, да, конечно. Пока нет, да? Пока нету. И сколько лет вы? 27. 27, да? Еще молодой. Да. И именно как вы попал на больницу? Бениц? Как ты попал в больницу, в госпиталь? Госпиталь. Я получил ранение 20 года числа. 19 декабря, да? Да, декабря. И что произошло? Это FPV. Пролетело, да. Ага. Да. И как этот момент был? Этот момент, когда мы заводили этот, как называется, продукты. Мы заводили еду, а когда мы обратно развели нам на яму, когда мы были на яму, а потом я постарался ходить сверху, а потом он начинал круг делать мимо, я потом бегать с ним за дерево, сюда, туда. А потом я постарался стрелять. Я стрелял 1 раз, 2 раза. Мой автомат заблокирует. Да, я не могу стрелять еще. А потом я бежал. Он сразу вылетел мимо.
Он спадал рядом, потом очков на ногах. Ага, Да. понял. Взялся. Ну, слава богу, все будет хорошо. Да. И тоже вопрос. Я слушаю много людей от африканской страны приехал в Россию завоевать. Вы верите много? Да, знаю много. Много, да? Да. Ага. И как вы думаете, почему это? Почему много африканцев хочет воевать за Россию? Ну, которые я могу сказать про этого. Это просто Африка там очень плохо. Да, для работы, зарплату очень плохо. Поэтому они все хотят бегать сюда, либо в Европу, чтобы работать. So, больше возможность здесь в России, вы сказали, да? Да. Понял. Alright, well, спасибо большое. Я надеюсь, все хорошо будет и твоя жена, и будет большая семья потом. Да, Очень приятно. Меня зовут Патрик. Alright, so yeah, right after that interview, we found out that there's someone from Colombia here. So we're going to get to him, talk to him as well. But for now, we're going to talk to another man from the African continent. Hello. Hi, Hey, can you tell us where are you from? I'm from Zimbabwe, And Southern Africa. what are you doing here? I came to fight for Russia. Why? I had the call, like there was an advert that there are opportunities to work this side. Actually, it was clear to us that we are coming to fight. So considering the economic state in Africa back home, it's so bad. So we're like, why can't we grab this opportunity and come to Russia? As long as I'll go through a certain training and work as a soldier in Russia, then that's how I came. Okay, and speaking of the training, did you receive adequate training before going to fight? I can't say it's adequate. I think it's just the basics. Like basic training? Yeah. So not advanced training, but basic training, yeah? Yeah. And how long did you train before going to war? Or going to the battle? It's only a month. A month. A month or less, yeah. Okay. And how do you feel you're treated in the Russian military? Are you treated well? Are you treated bad? So far so good. So far I'm treated well. Yeah, no complaints so far. In Ukraine and sometimes in the Western media, they try to say that Russian takes advantage of foreign fighters, just throws them like meat to the battle. What can you say about that? Do you feel taken advantage of? No. On my side, I'll actually say I think most of the guys are cowards. To me, it came clear that we are coming for. So we took the decision back home. I didn't take the decision here in Russia. I wasn't fooled because I've heard some people talking or some posts on social media. They'll be like, no, we went to Russia, we promised to work as constructors, we promised to work as different jobs, but to us it was clear. We knew before we came. So whatever situation we come across, we know that we were ready, actually psychologically ready, physically ready. So we just, so for me, those who are trying to paint the name, the Russian name, I think that's being cowards. So to be clear, you're saying that the ones who are trying to say that they were tricked and all this, that's either them being cowards or maybe just not true, but Yeah. Anti-Russia propaganda, something like this. It's more of propaganda, and maybe those are the people that they didn't expect the situation that they are facing now, and they are trying some ways to escape maybe. So they will try by all means to modify the lies and try to look a bit in a skeptical and
tricky situation whereby maybe someone will flip it for them and take them back home. Maybe actually after getting paid, because you know some people they'll be like, we didn't expect this. The situation is so tough. Then they are trying ways to go out, but there's nothing Basically they can do. using dishonesty Yeah. as a tool. Yeah. Okay. And what about family? Do you have family Yeah, I do. there or here? No, they are back in Zimbabwe. And what do you want to do in the future? Do you want to bring them to Russia, or do you want to live in Russia? Do you want to go back? What's your plan in life? Yeah, my plan is I wanna work here in Russia, get Russian citizenship, then I bring them here because I was working that side. I'm a nurse by profession, I'm a medic. You're a medic. Yeah, so that's what I've been doing that side for 12 years. So, but due to the economic status, I'm just seeing that I'm floating on the same place. So I was like, let me grab this opportunity. Maybe if things go well, I can even get an opportunity to work as a medic in Russia. No, never know. Yeah. Well, I mean, you've got 12 years of experience. I would expect it would be reasonable for you to be able to get a job as a medic in Russia. And do you have just a wife there, or kids as well, or? A wife and 3 kids. 3 kids. Yeah. And you're here being the man of the family, working, and you send money home, I guess, for them to live. Yeah. So basically, your next step is to. How long do you plan on staying in the military? For me, as long as now I signed a 1-year contract. So I'm hoping that after a 1-year contract I can get a Russian citizenship. Then from there I can stay, because as long as I'm on the medic side, even on the military, I don't mind. Even if you're a medic in the military, yeah? That's fair. And what do you do now in the military? We're doing supplies. Your job is supply, yeah? And how did you end up in the hospital? No, I just had, I think it's bronchitis. I was coughing. Yeah, I was coughing. I think it's just maybe getting used to the weather, but yeah, I'm fine. So you just had Yeah, a cold yeah, basically, just- and they brought you here to the hospital. Yeah. So is your opinion of the Russian military? Do they medically take care of their people? Well, like they should. They do care, because actually, personally, I was taking it lightly. I was like, no, guys, I'll be fine. Let me just take the flu meds and I'll be fine. But they insisted. They said, no, we have to take you to hospital then for proper care. Then we'll come back. Interesting. Because again, that's another thing in the Western mainstream media and in Ukraine. They say how the Russian military just again abuses their people and uses them like instruments and just throws them into the battle and forgets. No, that's not true. We see that on social media. Even at home, they sometimes send me some messages. They'll be like, oh, we are seeing you are being abused. I was like, no. On the ground, it's not like that. But people are just spreading false rumors about Russia. But on the ground, it's not like that. They have to relax. Understand. And your name again? My name is Happy. Happy. Yeah. Oh wow, that's a great nickname or Pitbull. huh? Pitbull. Happy Pitbull. Yeah, my nickname is Pitbull. And your real name is Happy. Yeah. Wow, Happy Pitbull, yeah? Very, very cool. All right, well, my name's Patrick. It's been really nice to meet you, and I hope we meet again. Maybe next time when you go back to the active duty, maybe I can meet you guys out there. Do you guys work together? No, we just met here. Just met here. Yeah. So is your opinion, I've heard that there's many people from Africa that come here to fight. Is that the case? Yeah, They- so some- many. Even some say Africans flock to Russia to fight for Russia. Yeah, I can say there are so many, because when we were doing our paperwork, when Istra, I think I met more than 100 More than 100 Yeah, more than African 100. people, yeah? South Africans, Zimbabweans, Kenyans, Ghanaians, mostly. Yeah.
Wow, interesting. All right, well, again, thank you very much for the insight. I think my viewers are really going to like it, and I wish you and your friend the best on getting your citizenship and getting your family here. Hopefully, someone watching might be able to help that happen. So, all the best, and thank you very much. Thank you very much. Ну вот, часовня в честь великомученика Георгия Победоносца. Данное имя святого носит 4-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада и мечеть имени Ахмад Хаджи Кадырова, первого президента Чеченской Республики, Героя России. Ну и картина, знаменитая с первых дней СВО, называется «Брат, я прикрою». То есть пока брат осуществляет намаз, христианин православный прикрывает его. Мы никогда никому ничего не доказывали и не собираемся это делать. Мы просто показываем. Политика и идеология спецназа Ахмад – это в равенстве двух религий. Христианство православное и ислам. У нас здесь почти с первых дней, как мы мечеть часовню построили, уже больше года. То есть они открыты 24 часа 7 дней в неделю. И когда выбирают, задают вопрос, что в вашем госпитале особенного? Да особенного у нас-то ничего нет. У нас есть человеческое отношение, достойная медицина, достойное обследование, достойные условия жилья, где ребята находятся. И самое главное, каждый может побыть с Богом, не нарушая свои канонические законы. То есть и православные ребята, и мусульмане молятся каждый в своем доме. Время намаза. Так что пойдем, не будем отвлекать, так покажу. Здесь разуваются. Соответственно, вот у нас мечеть. Там наверху подарок от шейха Салаха Хаджи Межиева, муфтия Чеченской Республики, в нашу мечеть. 99 имен Аллаха. Это один из дорогих для нас подарков, чтобы каждый боец не забывал при совершении молитвы, кто выше всех нас. Это Всевышний Аллах. Как с арабского переводится, Аллах – это Господь Бог. Бог – это Господь Бог. Бог. Соответственно, и в православных храмах, в арабских странах можно услышать Аллаху Акбар. В дословном переводе Бог велик. Вот в такой момент. Пойдемте, часовню покажу. Православная часовня, где также осуществляется молебен, литургия. Здесь братья православные христиане молятся. Одна из историй, которую я часто рассказываю всем, ориентировочно часа 3 утра было, январь месяц, 24-й год, по-моему, и приехал автомобиль с Бахмута тогда еще, и с Часов-Яровского направления двое чеченцев, ребята, привезли православного 300-го. У него были перебиты ноги, очень серьезное ранение ног было. Он криком кричал, хотел зайти помолиться. Вот они его на руки взяли, отнесли сюда, он молился по своим канонам. Они в этот момент зашли осуществлять намаз. Помолились, дождались его, он их позвал, они его взяли на руки, посадили в медицинский автомобиль и увезли дальше на этап эвакуации. Вот это один из тысяч примеров братства. Несмотря ни на что. Как Аптиаронович говорит, воюем вместе, лечимся вместе, молимся тоже вместе. Но опять же, мы не нарушаем канонических законов христианства и ислама. Мы каждый молится по своим каноническим законам, не нарушая своих святых писаний. И мы ближе находимся, намного ближе,
чем могут это представить. Вот и все. И то, что сказано в Святых Писаниях, в Евангелии, в Коране, можно в любой момент прочитать и посмотреть, как относиться должны мусульмане к православным христианам и как православные христиане должны уважать другие религии. Бог един, Аллаху Акбар. Ну, это очень было интересно. В принципе, я был иностранцем, видел иностранца, который был воевать за Россию, но это интересно, не сколько как это один место, и как они сказали, много африканцев едет сейчас. И как мне это тоже интересно, я думал, аудитории будет нравиться, потому что, как вы понимаете, на Западной США, Европа, они не покажут как факт, который на России страна, они только как половина, что Украина. Но что еще вы думал, наш аудитории нужно знать за обстановку? За обстановку почему? Большое количество африканских ребят с разных стран, не только же мы берем Мали, там, Зимбабве, Мозамбик, с очень многих стран мы встречаем за это время ребят-добровольцев. Мое мнение, это чисто мое мнение о том, что ребята, допустим, с Центральноафриканской Республики, почему добровольно воюют на территории Российской Федерации именно за освобождение Донбасса. Ну вот представим такую вещь, да, что в свое время в ЧВК «Вагнер», да, мы прибыли в Центральноафриканскую Республику в 2020 году помочь нынешнему правительству избавиться от вампиров, так называемых. То есть там французские колонии, еще чьи-то были, да, кто забирал полезные ископаемые и в ответ ничего не давал. И когда попросили ЧВК «Вагнер», конкретно тогда, да, правительство Российской Федерации помочь, за 6 месяцев было освобождено 90% территории Центральноафриканской Республики от иноземных захватчиков. И мое мнение, что в благодарность за это ребята с Центральной Африки, как они тогда сказали на видео, в начале СВО же, это видео гуляло везде. Русские братья приехали, когда нам было тяжело, помогли. Теперь мы считаем своим долгом поехать и помочь. Также в республике Мали. Полстраны, то и больше. Мы когда прибыли первые туда, одни из первых прибыли с ЧВК «Вагнер» в Бамако, в международный аэропорт. И на нас малийцы не смотрели так вот с опасением. Они знали, что если прибыли русские, то значит сейчас будет порядок. Там очень большое количество людей разговаривает на русском языке. Очень много из ребят, которые учились у нас в России, получали образование именно в России. И тогда мы вступили в небольшой неравный бой против Аль-Каиды, попали в засаду. Нас было 12 человек, Аль-Каиды, ну, примерно больше сотни. Небольшой уступ, гора, и мы пошли на них в накат, так называемый. Можно один секунд. Вы сказал мы, как это, вы был там? Да, я был в ЧВК «Вагнер», я был в тот момент в Мали. Это был 21 год. Отставить, это было перед Новым годом. Это декабрь 2020 был. Соответственно, мы столкнулись с ними, завязался бой, бой был неравный. Я на одной из рек высохших сломал ногу. У меня был перелом большой берцовой кости. Ну, был вариант эвакуироваться. Но я понимал, что со всех сторон идет спецоперация большая и правительственных сил Мали, чтобы избавиться от вот этого Аль-Каиды. На тот момент на границе с Буркина-Фасо. И я выбрал другой путь, пройти до конца. Ну, они отступили, боевики, перегруппировались. Мы прошли 22 километра. Мой один из близких моих друзей, братьев,
ростовский, он сломал большой бугорок, он пулеметчик. То есть, ну, перелом плеча, так называемый. И рука повисла. Ну, я схватил пулемет, и там в полный рост, ты представляешь, он стоит там и по-сомалийски по нам стреляет, не целясь. Показывая о том, что, ну, типа, нас не видит как противников. Ничего, я схватил пулемет, туда накидал пару десятков, и мы начали их брать в полукольцо. Запомню, нас 12, их больше сотни. И здесь огромная благодарность нашему командиру. Огромная благодарность ребятам, которые тогда были. Я был тоже в штурмовиках в составе просто медик. Еще был с медицинским рюкзаком в этот момент. Мы начали брать их в полукольцо и начали выдавливать их. Они побросали оружие и убежали. И некоторые ребята, с которыми мы тогда вот в том мероприятии участвовали, они сейчас находятся на СВО. Мы с ними почти каждый день видимся. Они дальше защищают интересы нашей страны. И в тот момент, я помню, когда мы возвращались в одну из деревень с задачей, люди аплодировали. То есть люди спокойно начали заниматься своими любимыми делами, да, сельским хозяйством, а не быть изгоями, когда залетают банды на мотоциклах, Аль-Каида начинает избивать людей, забирать что-то, еду. Мне кажется, вот мы с нашим малийским братом разговаривали, он говорит, я вам очень благодарен за то, что вы сделали там. Сейчас Африканский корпус Министерства обороны Российской Федерации там дальше защищает интересы коренного населения, которое в свое время делали колониями, да, издевались, историю мы помним. И сейчас страна начала жить по-другому. То есть в Центральноафриканской республике, в республике Мали отмечают 9 мая. У них тоже как свои парады. Вот, ну, можно в интернете это все найти. И будучи, я как раз летел с Мали после ранения, я в Сирии на базе Хмеймим увидел речь Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина о том, что начинается СВО. И я еще не знаю, сколько мне лежать, да, но я уже давай обзванивать. Так, парни, я готов, все, давайте, все, пойдем. То есть мы это ждали. Мы ждали того, что народ Донбасса нужно освобождать от тирании западного гегемона. Украина-то рулит-то не товарищ, который нам совсем не товарищ, Зеленский, а ну, как марионетка. Он переходящий кубок, так называемый. В нашем госпитале за 2 года, 4 месяца, сколько мы перешли под флаг Министерства обороны Российской Федерации и флаг спецназа Ахмат Каптиароновича Алаудинова, мы находимся 2 года, 4 месяца. За это время у нас были колумбийцы, из Франции ребята, итальянцы, американцы, с африканского континента достаточно большое количество людей, с Азии, стран Азии. И каждый из них для нас брат. Вот так. So, вы сказал, вы прямо от Вагнера на Ахмат, да? Да. И много было как это? Ты имеешь в виду, много человек перешло? Да, да. Вся медицинская служба. Мы остались не у дел, получается, да? Мы не знали, мы хотели вернуться на СВО. Представь, колоссальнейший опыт нашей команды в медицине. У нас огромнейший опыт, начиная с Сирии, заканчивая специальной военной операцией. Мы в Бахмуте открывали госпиталь, который сейчас называется Рюмка. Это мы его открывали. Это момент вы был да, Вагнер? Да, Горвей, начальник медицинской службы. Я был его зам по материально-техническому обеспечению. Лисим и Ленин. Вот 4 человека, кто открыли в Бахмуте в 400 метрах от ЛБС на заводе игристых вин рюмочную. Название рюмочную мы придумали и согласовали это с руководством. Все, ее назвали рюмочная, рюмка. Потому что там огромное количество шампанского было, тысячи бутылок, десятки тысяч. Соответственно, перейдя к Аптиароновичу Алаудинову, это единственный на тот момент командир, которого я знал и знал, как он работает. Знал о том, что, будучи генералом, он с ребятами идет на фронт.
И я в тот момент понимал о том, что мы пойдем к нему. Я помню первый его разговор, когда он сказал, мы будем сражаться во имя Аллаха с Богом в сердце. Вот это для меня было то, что показатель командира. Он нас принял всех, дал возможность. Фонд Ахмад Хаджи Кадырова обеспечил нас всем необходимым. И все, и мы работаем на сегодняшний день. У нас больше 20 тысяч операций. Мгм, мгм. Вот И такой сейчас Вагнера уже нет, это правильно, да? Я скажу так. ЧВК «Вагнер» существует, по-моему. Ну, еще существует, если еще не убрали. Но, насколько мне известно, все это африканский корпус взял. Но это же те же бойцы ЧВК «Вагнер». Мгм. Но вот как можно сказать, что ЧВК «Вагнер» нету, если сейчас в разных подразделениях, на разных направлениях есть ребята из ЧВК «Вагнер». Мгм, мгм. Да, сегодня мы видим много футболки, Да, шапка, то и есть, всё, флага. Огромные десятки тысяч человек прошли через компанию ЧВК «Вагнер». Научились чему-то и сейчас передают опыт дальше. Свой жизненный боевой опыт передают дальше. Вот как-то так. Ну, окей, и дальше. Что я могу сказать, как западные США и другая страна сказал Вагнер, это террорист организация. Что я могу сказать за это? Террористическая организация, когда в Бахмуте, я помню, в 22-м году, по-моему, или в 23-м году, по-моему, когда Соединенные Штаты Америки сказали, что мы против ЧВК «Вагнер» создали ЧВК «Моцарт», или там кого они там создали, их перемололи в Бахмуте буквально за несколько часов. Просто всю эту ихнюю частную военную компанию. Наши подразделения сталкивались с подразделением Blackwater. Они поняли о том, что они не хотят с нами прямого конфликта. Представь, как стыдно было бы, да, приехав к себе в Штаты и сказать: о, паце, мы как проиграли-то. С французским легионом сталкивались, со всеми. То, что террористическая организация, ну это не мне судить, но я скажу о том, что Запад для меня не авторитет и никогда им не был. Я не понимаю людей, которые находятся там, что как они себя чувствуют. Смотря на вот эти события, которые происходят, да, что делает президент. Нарушая все международные правила, которые только существовали или будут существовать. Проще всегда, как вот мой дедушка покойный говорил, я не золотой червонец, чтобы всем нравиться. Так и наша страна большая, огромная, Россия. Мы не золотой червонец, чтобы всем нам нравилось, чтобы мы всем нравились. Но мы за правду. Мы за традиционные ценности. Наш верховный главнокомандующий за каждого человека переживает. За каждого. Будь то он с Мали приехал, да, получит сейчас российский паспорт, у него будет работа. Он будет спокойно работать, никто не будет его тыкать пальцем. Он герой СВО. Он пришел добровольно. Я считаю так, что политика Запада, она видна. Они залили весь мир кровью. Все войны возьмем. Вот давайте возьмем с окончания Первой мировой войны. Кто спонсировал Гитлера? Мы все это знаем. Мы все знаем, какие борта и какие люди, там, Генри Форды, вторые, третьи, приезжали на тот момент в фашистскую Германию, да? Мы же это все знаем. Они хотят стереть то, что Америка выиграла в войне. Ну, они хотят... Я даже не знаю, чего они хотят. Факт того, что мы за веру, мы с верой в сердце, мы за семейные и даже не семейные. Господь Бог, что в Библии, что в Коране сказал, вот есть женщина, вот есть мужчина. Нам пытаются навязать европейские ценности, но у меня 2 дочки. То есть, получается, дочка в 14 лет должна выбирать свой пол, как говорит нам европейские государства. Это как?
Как это однополые браки? Это как? Для меня это дико. То есть мы уничтожаем, они хотят уничтожить то, за что наши деды-прадеды сложили свои головы. Больше 30 миллионов человек погибло с 1941 по 1945. Мы это не забудем. Они хотят сделать так, чтобы наши традиционные ценности ушли. Но во всех подразделениях Министерства обороны, спецназа Ахмат, можно зайти к любому. Вот ты где бываешь, да, там у Аида, у Тимса, у меня, у Архангела, еще где-то. Ты же видишь, как мы друг к другу относимся. Нам разницы нету, кто. Мусульмане, я мусульманин, да, поздравляю православных со всеми праздниками. С крещением, с Рождеством Христовым. А Запад нам, да не нам, он сам себе, они запутались сами в себе уже. Они не знают, чего они сами хотят. Ну как, святые писания, в них все написано. Ну и ты же понимаешь душой и сердцем, что правильно, что неправильно. Неправильно это захватывать государство. Вот это неправильно. Неправильно лгать на уровне президентства, да, как товарищ Трамп это делает. Я никогда, первый раз я сейчас высказываюсь по поводу политических моментов каких-то. Я человек маленький, да, я всего лишь начальник медицинской службы, я занимаюсь своим делом. Но я понимаю слова нашего верховного главнокомандующего, что мы воюем за традиционные ценности, мы воюем с Богом в сердце. Соответственно, мы знаем, кто там напротив. Сатанистки. Сатанисты, нацисты, фашисты, я не знаю, как их назвать. Да, тяжело будет понять англоязычной публике, что такое фашизм, что такое нацизм и как так. Ну, элементарный пример, я думаю, ты снимал на видео, где немецкая форма у них, свастика фашистская. Да. Это было 80 лет назад. Мы от этого гегемона пострадал весь мир. И то есть сейчас весь мир, мировая общественность смотрит спокойно, как еще один гегемон захватывает страны остальные. Не получилось с Украиной, давайте другую разнесем. Люди, да я не слышал об этом. Мировое мнение, да мне разницы нет. Обидно. И на самом деле я целиком и полностью и до последнего вздоха буду поддерживать нашего верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина, нашего командира спецназа Ахмат, героя России, генерал-лейтенанта Аптиароновича Алаудинова, что мы до последнего вздоха здесь будем. До последнего вздоха. У нас много было вариантов, когда ЧВК Вагнер, да, для нас не стало. Ну, я имею в виду, нас уже убрали оттуда, с этого подразделения. У нас много было вариантов. Уйти там в частные клиники, да, работать. Спокойно сидеть, детей всех своих растить. Но нет. Мы выбрали другой путь. У меня жена подписала контракт. Да. У меня дочка, которая 9 месяцев, она здесь, в ЛНР. Мама моя тоже здесь. Теща тоже здесь. Мы показываем всей нашей стране, что вставай, страна огромная, и давайте вместе. Пора уже, пора. Хватит. Почему нет? Вот живем по такому принципу. И рассуждать мы можем, да, о многом. ЧВК Вагнер не стало, было, есть ли флаги, нету, скандальная организация, террористическая, да разницы нет. Есть подвиги, которые осуществляла данная компания. Руководство, я не говорю, я далек был от руководства, да. Я шел во имя нашей страны. Будь то Сирия, будь то Ливия, будь то Мали, будь то ЦАР. Я шел ради своей страны. Вот представьте такой момент. Город Брия есть такой. Центральноафриканская республика. И слышу крик. Доктор, доктор, доктор! На французском. Бежит женщина, у нее в руках ребенок и окровавленная голова. Все там, ну, небольшая травма, сотрясение небольшое, все, мы препараты дали. Брат, после этого в радиусе 300 километров, нас 2 доктора было там,
Нам везли и женщин, и детей, и стариков. И они были в шоке, что мы им так, вот антибиотики, вот это даешь. Бедная же страна. Мы им даем, вон, денег нет. А зачем они нужны? Это все широкая русская душа. Русская душа это и чеченцы, я молдаванин. И молдаване, и греки, и армяне, и малийцы. Те, кто проникся русской душой. Вот и все. Понял. Ну, и это интересно, что вы сказали, за люди не понимают фасис, и все это. Я не только снимаю форма и как это. Я был в Мариуполе, я снимаю молодой девушка, который это был на Азовской базе, они резают свастика, наверное, живут, и torture, я не знаю, как сказать по-русски, но да. И да, я просто нашли труп, я снимаю это, и потом Киев, Зеленский, они резают фото, скриншот от моего видео и покажи, это русский сделать на Буча. Это каждый раз как это. Запад не понимает, какая правда. Знаешь же, есть старая добрая такая не поговорка, а высказывание одних из взрослых людей. Я это услышал от своего дедушки, который был 36-го года рождения. И он всегда говорил, если ты честно победить не можешь, ты начинаешь использовать всевозможные моменты, дабы очернить противника. Вот что делает сейчас украинская сторона. Честной войны, как таковой, нет. Дроны. Нет понятия воинства, да? Если наши штурмовики заходят, ты же видел, как взяли Северск. Наш близкий брат, герой России, Самарканд. Как они взяли его? Как 6-я бригада взяла? Остальные подразделения 3-й армии, да, как взяли? Это же до сих пор на Украине не могут поверить, что это так было. Потому что там некому воевать. Уже народ сам понимает, что их уничтожают. Их как нацию уничтожают. И это факт. Пытки. Я помню, как к нам пленные попадали украинцы. Они думали, ну все, если в ЧВК Вагнер попали, все, сейчас голову отрежут, руки, ноги. И они были в шоке от нашего отношения. Мы оказываем медицинскую помощь, накормили, напоили, все. Да, пленного. Сейчас извиняюсь. Но еще один очень интересный момент, на чем я хотел закончить. В свое время мы сюда на СВО зашли. У меня было 6 очень близких друзей, с кем я очень много что видел, что прошел в жизни. К сожалению, они погибли. Все. И я считаю своим долгом делать так, чтобы каждый раненый боец доходил до передового госпиталя, в который мы с тобой поедем, и ты увидишь отношение к каждому бойцу. Каждый боец, который к нам попадает, он элита. Будь то он черного цвета, темного цвета, желтого цвета, русого цвета, с бородой, без бороды, в татуировках, без, мусульманин, христианин, буддист, еврей, иудей. Разницы нет. Наша задача, как медицины, делать так, чтобы штурма, когда идут, они понимали, что сзади достойная медицина, если не дай Аллах что-то с ним случится, его будут до последнего, до самого крайнего момента пытаться вытянуть, чтобы он выжил. Вот такой наш принцип. Принцип нашей работы. Жить своей страной и жить своими людьми. Вот как-то так. Ахмад, сила, Россия, мощь, Бог един. Аллаху Акбар. Еще есть один тема, который нужно твой адверт. Вы был Африка на Вагнер, вы был Бахмут на Вагнер. Но есть еще тема, просто не только это террористическая организация, как это, но есть еще тема западные СМИ сказать, как вы уже сказал чуть-чуть, за плен.
И западный сказал, Вагнер очень много раз стреляет плен и сделает много, как это, что вы могу сказать? Факт. Не пропаганда, но факт, что вас Вагнер сделает с плен. Факт, я лично видел американца, пленного, которого доставили к нам, сказали, так, осмотреть его полностью. Мы его осмотрели, оказали ему, легкие ранения были, осколочные. Он был перепуган. Он думал, что мы сейчас его будем резать. Из-за того, что западные СМИ и западные страны вот так поступают с пленными. А мы в этот момент оказали ему полную медицинскую помощь. Накормили. Я в английском не силен, я понял, он говорил только «О мой Бог, о мой Бог». И он, когда мы ему чай принесли, он «О мой Бог». Его трусит всего. Потом, когда уже больше так он успокоился, разговорились, он говорит, нам так говорят, что если мы попадем в плен, нам тут голову резать будут и все. На что, это улыбка. Вызывает только улыбку. То есть настолько нужно ненавидеть своих людей, что создать, может быть, в плен он сдастся, он будет живым, да, его потом отправят к себе страну, к своим детям, к свою семью. Но нужно было сделать так, чтобы он до конца шел и боялся попасть в плен. Я так скажу, факты. Ни одного пленного, как вот западные СМИ, как там убивали, издевались, такого не было. Это ниже достоинства любого воина. Будь то это ЧВК Вагнер, будь то это какой-нибудь ЧВК Редут, будь то это спецназ Ахмат, мы никогда не будем поступать с ними так, как они поступают с нами. Они этого и боятся. Фактов у них нету, они начинают лжефакты создавать. Вот и все. Все, спасибо большое, тебе и спасибо. Спасибо за помощь. Главное гипс носи, и в идеале нужно витаминки попить, брат. Не виски с сигарами, это, конечно, тоже хорошо. Чуть-чуть, да? Да, как в арабских странах говорят, швей-швей. Потому что серьезно достаточно перелом, и особенно вот эта часть кости, она, очень долго заживает. Старайся держать руку, вот ты машешь, как будто она у тебя не болит. Если есть по возможности, в карман ее закинул, ибо может случиться вот так. Ложный сустав образовался. Тут? Вот здесь вот у меня. Ложный сустав из-за перелома. Был перелом, как у тебя. Я неделю поносил. Я же доктор, я же врач-хирург. Я что, блядь, не знаю. Потом бах. И он у меня постоянно, видишь? Ой, ага. Видишь? Понял. Это не место, да? Все, то есть только оперировать, вырезать это все. Вот такой вот момент. All right, so the next day has come, and we've been trying to move forward to the even closer field hospital on the front line, but just to show you the amounts of people from Africa that come to volunteer for to fight for Russian forces. Another one just showed up about a half an hour ago here at this hospital, and we're going to hopefully be speaking to him about his experiences and why he's here, what he's encountered, and just what he thinks about the overall situation. So let's go talk to him. I didn't expect this to come. We thought we already ended the reports, but here it goes. Let's go. All right, like I said, it's great to meet you. What's your name? My name is Tumezo. Tunisia. Tumezo, yes. My name's Patrick. Very nice to meet you. And where are you from? I'm from South Africa. Okay. And what are you doing here? We come just to join the army. To join the army, yeah? Yes. Why? We are suffering. Maybe it's just to help Russia. Just to help Russia, yeah? Yes. Okay. And what has your experience been like here? For now, I don't have experience. It just came because... you just came? It's come and train me, yes. Yes. Okay, so, but you just come to the hospital or you just come to the army? How?
No, I come to the army because I get injured yesterday. Ah, so you just came to the army, Yes. and then you right away got injured, yeah? Yes, yes. How did you get injured? It's a drone. I hit it by the drone. A drone. Uh-huh. And how many days were you with the army? I was here since from 1st December 1st December. Yeah. Okay. until now. And in the month, or almost 2 months that you've been, how do you feel treated by the Russian army? Do they treat you well, bad? How do you feel? I swear. It's Well? it's not bad. Not bad. Yes, not bad. Uh-huh. In Ukraine and in Europe and things, they tend to say that Russian forces take foreign volunteers and just throw them to the battle and to the front line like meat. What do you think about that? No, I never see that. Yeah. I never see that. I never go in front line. Ah, I okay. never go in front line. So you're what's your job? We're just doing deliveries. Delivery, supply, yeah. Ah, so you're on the road back and forth. That's a dangerous job as well. That's what I'm doing. Yeah, uh-huh. And do you get proper equipment from the Russian military? Do they give you all the equipment you need? Yes, they give us good equipment. Uh-huh. And what about pay? The- Pay, money. Actually, now we don't see anything in our card because our phone, they took our phone. I just get my phone today. So I don't know how to check. I don't know how to... Ah, so you're still in the processing. I don't know anything. Uh-huh. I must get paid, but I don't know how to... Uh-huh. Yeah. So you should have gotten paid, but you haven't been able to check yet. We get paid on December. Yeah, get paid in December. Then I don't know for now for January. Ah, okay. So you already got paid once, and now you're expecting again, but you still have to check. Yes, Okay. yes. And what do you want in the future? Do you want to live in Russia, or do you want to go back to South Africa? No, I want to go back because I got my kids, I got my wife there. Uh-huh. So you want to fight here for Russia and then go back home? Yes. Mm-hmm. Yes. Okay. Gotcha. And have you seen many other volunteers from Africa fighting? Not yet. Not yet. Uh-huh. Yes. Okay. Well, still time. We've managed to meet two others just here at this hospital, one from Mali and one from Zimbabwe. Okay. Yeah. So it seems like lately there's really a large influx of volunteers coming from Africa to fight for Russia. Yes. And what can you say about the situation here? What do you feel is going on? The situation is still bad, as I see. Yeah? I don't see the change. It's still bad, the situation. Like as far as the fighting between the countries? Yes. Uh-huh. I don't see the change. Because every time you are going, you can see on the way, that's not good. Ah, you're talking about your actual work on the road. Ah, yes. That's... Yeah, I myself, I go to the front line to film, and I know the road there and back is the most dangerous because Most dangerous, thrown up and down each and every minute. yeah, it's any second you have no control. Yeah. Anytime can come back. And what was the moment like when you were injured? What happened exactly? We heard the sound of the drone, and then if you heard the sound, maybe in seconds, he was on the road, straight on the road, coming like this. Uh-huh. We hide. And then if you hide, you can see that there's someone there. In front of it, if you hide in front of it, you can see that there's someone there, and then come straight to you. Try to hide with the tree. I was under the tree. Then it starts moving, come straight to me like this, but on top of the tree. I started shooting it. Then every time I was shooting, that dropped that bomb. And then I lie down. Every time it dropped it, and then I lie down, then it hit me. So it dropped a grenade. Yes. Okay. Gotcha. What about training? Did you receive training? I received training. Adequate training? 1 month. 1 month. Yeah, I received training 1 month. Okay.
And you felt comfortable to go after? Yeah, I was doing the job very nice, but the only problem is that Those darn drones, they interfere with everyone's work, even mine. the drone is the problem. Yeah. Thing. Yeah. Besides that, you are working, carrying everything there, every day. Uh-huh. And you said you have your wife and kids are back in South Africa, Yes, yeah? yes. And how long do you plan on staying in the Russian military? Anna? How long do you span on? 1 year. 1 year. Uh-huh. Okay. Yes, next week I'm going to 2 months. Uh-huh. Yes. Okay. All right. Well, thank you very much. It's been great to meet you, and really appreciate it. So, thank you very much. Religious. Hmm? Maybe we can ask about religion. Yeah. One more question. We've noticed that here, especially in this hospital, there's many religions. Can I ask what your religion is? Religion is about Hmm? religion is Religion. Muslim, Christian. I'm not. You're not. No, this is the third side. Yes, yeah. So I'm not. I understand some people. Yeah. So so far we've met. Pray. I'm sleeping, I'm praying, but I'm not a Christian or something. Okay. Well, so far in the last 24 hours we've met 3 Africans that have come to fight for Russia. 1 Christian, 1 Muslim, and 1 agnostic. Yeah, I guess you could say. Yeah. Yeah. What was your job back in South Africa before you were part of the army? Okay. Yeah. What was your profession before the army back in South Africa? No, I was doing security. Your security in South Africa. Yeah. Security. Uh-huh. All right, well, it's very interesting, very nice to meet you, and wish you the best. Thank you very much, sir. All right, so 24 hours, we've met 3 African people from Africa fighting for Russia. And he says he'd not been here long, so he hasn't seen many others, but the others told us they've seen over 100. So it seems at this point, like the title shows, people from Africa are flocking to fight for Russia. And we're here bringing you stories that you're not going to see in the Western mainstream media. And we're going to continue on to do that, going farther and farther, closer to the front line and on the front line to the point of zero. We're going to show you what others can or cannot or won't. Because we've been doing this the whole time for you. Please like, share, subscribe. Remember, I'm an independent crowdfunded journalist. You support my work with the link on the screen or in the description. We've got a lot more to come. Make sure to subscribe and share. And also comment below what else you want to see, how I can get better, what I'm doing wrong, what I'm doing right. I want to hear from you because you're my bosses. I only report to you, my viewers. Let's do it together. Let's show the world.